На Земле есть более 500 тысяч островов. Многие из них утопают в зелени и манят своими пляжами. Но не все они безопасны. Есть острова, которые лучше обходить стороной. Приветствую вас на канале ТМ. Сегодня я вам расскажу о самых опасных островах на нашей планете. Северный Сентинельский остров. Это один из островов в Бенгальском заливе. Он является родиной и местом проживания сентинельцев. Племя довольно агрессивно реагирует на внешний мир. При попытке приблизиться к острову люди получают в ответ дождь и стрелы копий. Считается, что это одно из последних племен, которых не коснулась цивилизация. По расчетам ученых, их количество в настоящее время не превышает 400 человек. Племя смогло пережить сильное землетрясение 2004 года. Но местные жители отвергли помощь. Они бросали камни в спасателей и метали копья в вертолеты. К ним действительно лучше не приближаться. Кеймада-Гранди. Этот остров, расположенный у побережья Бразилии, мог бы стать прекрасным курортом с отличной погодой и пляжами. Вот только он известен как место обитания одной из самых опасных змей – островного батропса. На Кеймада-Гранди самая высокая концентрация ядовитых змей в мире. Долгое время батропсы активно размножались. Сейчас они занимают практически всю площадь острова. Говорят, что вас постоянно отделяет от них лишь 1 метр. По этой причине власти страны запрещают посещение острова. Да уж, людям с боязнью змей о существовании Кеймада-Гранди лучше даже не знать. Остров Грюйнард. Этот небольшой островок находится у побережья Шотландии. Во время Второй мировой войны он использовался британским правительством для испытания биологического оружия. На остров были привезены 80 овец, после чего самолеты сбросили на его поверхность бомбы со спорами сибирской язвы. Это заболевание поражает кожу, кишечник и легкие. Болезнь уничтожила животных. Результатом эксперимента стало заражение земли бактериями, после чего остров был закрыт на карантин. В 1986 году на него вылили сотни тонн формальдегида, а наиболее загрязненные слои почвы убрали. Сейчас официального запрета на посещение острова нет, но стоит ли это делать, каждый волен решать сам. Атолл Бикини. Этот остров расположен в Тихом океане и является частью Маршалловых островов. Атолл относится к числу самых опасных на планете по 2 причинам. Огромное количество акул и высокий уровень радиации. После окончания Второй мировой войны здесь проводились десятки испытаний ядерного оружия, после которых остров был почти полностью разрушен. 1 марта 1954 года на атолле Бикини была испытана самая мощная в то время водородная бомба – Кастл Браво. Уже спустя 10 лет земли были объявлены безопасными и начали заселяться. Однако еще через несколько лет выяснилось, что заселением немного поторопились. Растущие на атолле растения все еще заражены. Так что навещать этот остров лучше не надо. Остров Саба. Остров Саба является вершиной подводного вулкана и расположен в Карибском море. Несмотря на внешнюю идиллию, правят здесь ветра разрушительной силы. Также местный аэропорт входит в десятку самых опасных в мире. А все потому, что у него самая короткая взлетно-посадочная полоса. Ее длина менее 400 метров. Приземляться здесь разрешено лишь 3 типам самолетов. Остров Павелья. Это небольшой остров на севере Италии. У него довольно темная история. В эпоху Возрождения сюда ссылали больных чумой,
и свозили тела умерших. Со временем остров стал огромным кладбищем. Ученые утверждают, что от чумы здесь умерло свыше 160 тысяч человек. В начале 20 века на острове была открыта психиатрическая больница. Она работала до 1968 года, после чего остров был окончательно заброшен. Учитывая такое жуткое прошлое, не каждый храбрец отважится посетить этот райский уголок Италии. Остров Миякидзима. Миякидзима – это небольшой японский остров, в центре которого располагается вулкан Аяма. Однако вулкан – это не основная опасность. Из-под земли здесь выделяется ядовитый газ. Раньше все жители острова были обязаны постоянно носить с собой противогазы. В 2000 году во время извержения вулкана все население было экстренно эвакуировано на целых 4 года. Сейчас остров обитаем, но выход сернистого газа не прекращается по сей день. По всей территории установлены датчики, которые подают сигналы при повышенном содержании газа в воздухе. Тувалу. Государство Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах в Тихом океане, немного южнее экватора. Значительную угрозу будущему страны представляет глобальное потепление, в том числе связанное с ним повышение уровня Мирового океана. Самая высокая точка Тувалу составляет чуть больше 4 метров над уровнем моря, поэтому периодически суша уходит под воду. Также на фоне дефицита земли становится все более острой проблема хранения отходов. В случае реальной угрозы затопления рассматриваются планы по эвакуации населения, возможно в Новую Зеландию или Австралию. На этом все. Делитесь видео и подписывайтесь на канал ТМ, если вам было интересно. До скорого!